Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это продолжение рубрики, в которой мы собираем комплект для игры в страйкбол на основе какого-то отдельно взятого производителя. В этот раз это будет новый российский производитель снаряжения из Екатеринбурга, компания Viking Gear. Так как компания Viking Gear на рынке новички и готовы на всякие эксперименты, мы будем решать достаточно интересную задачу. Задача звучит так: собрать универсальный легкий комплект штурмовика-затейника, который бы подошел как для суточных игр, так и для CQB-пострелушек на закрытых полигонах. При этом этот комплект должен подходить для использования с разными приводами. Например, для лесных игр вы можете взять карабин АК или М4 серии, а для CQB-пострелушек взять, например, СБР с магазинами, как у МП5. Лично у меня под разные привода собрано несколько комплектов с разными подсумками. Но что, если мы не хотим покупать несколько комплектов, а хотим использовать один универсальный? Так тоже можно, и это даже может оказаться удобнее и, что самое главное, дешевле. Для 90% суточных игр нам понадобится привод и 6-8 магазинов для него, пистолет с магазином к нему, пакет шаров, лоудер, несколько штук гранат, запасной аккумулятор, рация, бутылка с водой или гидратор, пару пакетов еды в мягкой упаковке и химический нагреватель, и 5-й слой или пончо. Для CQB игр обычно нужно больше гранат и не нужно с собой в бой тащить еду или воду. Да и пакет с шарами тоже можно оставить в раздевалке. Для удобства все снаряжение можно разделить по принципу 3 линий: первой, второй и третьей. На первой линии носится только самое необходимое, что всегда должно быть при себе. Например, пистолет, который может быть при вас даже во время отдыха. Или страйкбольная граната, которой в случае чего можно подорвать офицера, чтобы он, например, не достался в плен противнику. Вторая линия — это основной боекомплект к основному оружию и основное снаряжение. И третья линия — это разные бытовые лагерные вещи и все то, к чему не требуется быстрый доступ. В качестве платформы для первой линии мы будем использовать легкий боевой пояс высотой всего 7,5 см на 22 ячейки молли. Чтобы этот пояс держал форму под нагрузкой, внутри установлена пластиковая вставка. Чтобы носить было комфортнее, под пластиковой вставкой есть слой изолона. Для какой-никакой вентиляции внутренняя часть пояса сделана из Air Mesh сетки. Примечательно, что производитель оставил возможность заменить внутренности пояса, не распарывая его. Для этого тут есть карман. Например, если вы суровый вояка и вам очень хочется, вы можете вставить сюда баллистический пакет. Хотя смысла от баллистики в таком узком поясе маловато. Чтобы пояс не смещался, не съезжал вниз и не перекручивался во время ношения, есть два варианта решения. Первый вариант — это обычные плечевые лямки, для них на поясе есть крепление. Второй вариант — это специальное крепление с велкро-липучкой к брючному поясу. Второй вариант применим, если вы носите китель или боевую рубаху, которая заправляется в штаны. На поясе с правой стороны мы разместим кобуру для пистолета. Слева повесим дополнительный подсумок для пистолетного магазина. Слева сзади удобно смотрится сброс для магазинов. В свободные места вешаем гранатные подсумки, как вам удобно. Лучше это делать под сильную руку. Viking Gear предлагает два варианта гранатных подсумков, которые отличаются только способом фиксации клапана. С помощью стандартного велкро и с помощью бесшумной застежки, конструкция которой была заимствована у S&S Precision. Бесшумная застежка позволяет тихо открыть клапан для извлечения гранаты. При этом, в отличие от Fastex, ее вам не расколят шарами. А еще она позволяет регулировать объем подсумка. Это может быть полезно, если вы используете небольшие гранаты формата М67. Вообще, габариты подсумка позволяют разместить в нем гранаты типа РГД-5, F1 и дымы ШД-90 и ШД-130. Стоит отметить, что при использовании бесшумной застежки у вас не получится использовать гранаты формата AFG-6 или дымы М18.
Засунуть вы их, конечно, туда засунете, но вот вытащить их с таким клапаном из-за габаритов уже не получится. Тут подойдет только версия с велкро. Клапан тут глухой и полностью защищает содержимое подсумка от падающей воды или грязи. Если вы используете гранаты из картона, это может быть актуально. Какие все-таки гранатные подсумки вешать, выбирайте на свой вкус. Бесшумная застежка открывается так же быстро, как и велкро, а вот с закрыванием ее могут быть проблемы. В поле, тем более одной рукой, у вас может не получиться застегнуть ее обратно. В подсумки с велкро-липучкой лезут гранаты AFG-6, их легко расстегивать и застегивать, но они не бесшумные. В качестве платформы для второй линии мы будем использовать модульную платформу-нагрудник GARM с напашным подсумком и так называемыми инсертами, то есть сменными вставками для крепления различного снаряжения. Самые внимательные уже заметили, что нагрудник GARM по сути копирует Microfight MK3 Chest-Rig от Spiritus System. Но размеры нагрудника GARM немного другие и адаптированы для использования с магазинами АК серии. Еще Viking Gear переработали боковые подсумки и сделали специальные подсумки-инсерты специально под калашовские магазины, с учетом их конструкции. Немного офф-топа. Лично я давно хотел себе такой нагрудник и на протяжении, наверное, пары лет подсказывал некоторым производителям, что неплохо бы сделать страйкбольную адаптацию за вменяемые деньги. Но ко мне так никто и не прислушался. И вот, наконец, компания Новичок сделала такой продукт. И как только такой нагрудник появится в оригинальном мультикаме из 500-й кордуры, я его обязательно себе куплю вместе с инсертами под ПП и М4. Итак, сам нагрудник представляет из себя набор отдельных модулей, из которых вы можете собрать конструкцию индивидуально под себя. И по сути, наполнение нагрудника определяется только вашими требованиями и фантазией. Достаточно докупить нужные модули. В нашем случае на нагруднике мы будем размещать 6 магазинов АК или М4 типа, рацию, пакет с шарами, мультитул и несколько гранат Егерь. Для размещения всего этого нам понадобятся соответствующие подсумки-инсерты для магазинов и гранат, half-flap, боковые подсумки и напашный подсумок. С установкой инсертов есть нюанс. Удобнее всего собирать так. Сперва вставляете магазин в инсерт и уже потом вставляете все это дело в нагрудник. То же самое с инсертами для гранат. С креплением боковых подсумков тоже есть нюанс. Как и напашный подсумок, они крепятся с помощью велкро. Но для того, чтобы эти подсумки не болтались, фастекс и лямок нужно обязательно продеть через специальные петли. Вот так. Этот нюанс влечет за собой сложность застегивания фастексов с продеванием их в петли боковых подсумков во время надевания нагрудника. У оригинального Microfight лямки проходят снаружи. Застегивать их удобнее, но они вдавливают подсумки вам в бока. Какое из зол меньше, решать вам. В собранном виде все это выглядит вот так. В основном отсеке у нас 3 магазина для АК. В правом боковом подсумке мы разместили еще пару магазинов. В левом боковом подсумке разместим рацию. Размер подсумка отрегулируем утяжкой. Еще один магазин разместим в инсерте подсумки в левой части внешнего кармана. В правой части можно установить инсерт под гранаты и зафиксировать в нем дополнительные аккумуляторы, мультитул и, например, одну гранату Егерь. Чтобы все это не растерять, этот карман можно закрыть клапаном half-flap'ом. В напашной сумке можно разместить пакет с шарами и несколько егерей, зафиксировав их с помощью инсертов. Чтобы нагрудник комфортнее сидел на теле, не болтался и не передавливал поясницу, на спинной утяжке есть вставка из эластичного шнура. В таком виде нагрудник можно использовать для большинства суточных игр. Если мы захотим собраться на CQB-пострелушку с СБР под магазины от MP5, то мы просто вынимаем инсерты от АК или М4 и вставляем инсерты под MP5. В основной отсек можно установить инсерт на 5 или 6 магазинов для ПП. Инсерт на 5 магазинов несколько комфортнее в использовании. Инсерт на 6 магазинов добавляет боезапаса. Во внешний отсек помещается инсерт на 2 магазина для ПП. Надо сказать, что инсерты с магазинами для ПП работают немного лучше, чем инсерты для АК. Может, я, конечно, что-то не так собрал, но у меня постоянно сминался самый правый инсерт при попытке вставить туда магазин от АК. При этом с инсертами для ПП вообще не было никаких проблем. Можно смело, не глядя, на скорости запихивать туда магазины, не опасаясь, что что-то сомнется. Так как для CQB рация обычно не пригождается, мы можем снять боковые подсумки под магазины или рацию и установить вместо них молли-платформы, на которые можно установить гранатные подсумки или любые другие подсумки с креплением молли. Например, еще один компактный органайзер под документы и телефон.
Кстати, для CQB инсерты под гранаты формата Егерь вообще можно разместить прямо на внешней велкро-панели для быстрого извлечения. В лесу вы их, конечно, скорее всего потеряете, но в CQB пользоваться можно. Напашную сумку с шарами в CQB можно снять или оставить и набить ее еще больше гранатами. Точно так же этот нагрудник можно модифицировать для использования с подствольным гранатометом. Например, вы можете вообще убрать из внешнего отсека магазины и установить туда инсерты для 40 мм гранат. И еще парочку держателей можно установить сверху прямо на велкро. Со снайперской винтовкой все то же самое и решается использованием инсертов нужного размера под ваши магазины. Перейдем к так называемой третьей линии. Воду, еду в пакетах с химическими нагревателями, дополнительные шары и одежду мы будем размещать в рюкзаке. В ассортименте Viking Gear есть небольшой штурмовой рюкзак RK1L Orn. По факту это немного доработанный и знакомый многим Essential Pack MK2 от Tasmania Tiger. Доработок тут две. Это более жесткая спинка, которая лучше держит форму под нагрузкой, и немного другая форма основного отсека. Насколько я понял, емкость рюкзака 8 литров против 7 литров у оригинального Essential Pack. Опытным путем выяснено, что такой емкости по факту хватает, чтобы взять с собой все необходимое для суточной игры. У нас в команде как раз используют либо Essential Pack от Tasmania Tiger, или еще более компактный Elf Pack от Ops. Если вдруг емкости рюкзака будет недостаточно, у рюкзака Orn вся внешняя площадь покрыта стропами молли, и вы можете установить сюда любые дополнительные подсумки. Ну или вообще завести командную сумку и оставить ее на респе. Мы так, кстати, часто делаем. Так как производитель Viking Gear достаточно новый, наверняка многим из вас хочется услышать что-то про качество пошива, материалов и общие впечатления от продукции. Основа снаряжения — это нейлон плотностью 1000D. В цвете мох это отечественная ткань кордон. В других расцветках это такой же кордон или корейские аналоги кордуры. Стропы стандартные камуфлированные, ивановские. Фастексы, двухщелевки и другая подобная фурнитура Апри. Такие материалы используют многие российские производители. Молнии и хлястики собачек мне откровенно не понравились. Если сама молния не такая плохая, то бегунки тут так себе. Скользят плохо и доверия не вызывают. Если вы привыкли к молниям от UKK, то эти молнии вам точно не понравятся. Справедливости ради стоит сказать, что ребята из Viking Gear, услышав от меня критику, сказали, что в будущем они будут использовать молнии UKK. И, насколько я понял, даже их уже заказали. Еще мне не понравилось, как подобраны цвета ниток относительно тканей. Яркий пример, как прошиты резинки. Но все это дело вкуса. Кстати, молли-стропы прошиты закрепочной машиной, как у многих проверенных производителей. В целом, изделие выглядит немного проще, чем у более известных производителей. Но опять же, Viking Gear появились совсем недавно, и возможно со временем они все подтянут. С другой стороны, радует, что производитель начал свою деятельность с достаточно интересной концепции легкого универсального снаряжения, которое пока не так популярно в России. Ссылки на все элементы снаряжения я оставил в описании к этому видео. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, не забывать нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выпуски. До скорого!